Если компания работает уже какое-то время, ей переходить на работу в CRM – это история про боль. И как только удалось убедить в этом продажников, дело пошло значительно быстрее. Были даже слезы, не до конца понимали ценность CRM. Добрый день, меня зовут Сергей Потапов, я являюсь директором по цифровой трансформации ATASU Group. Мы являемся крупнейшей частных компанией Казахстана по версии Forbes. Осуществляем международные перевозки, внутриреспубликанские. У нас есть свои собственные профильные активы, большой парк своего подвижного состава, железнодорожного, автомобильного, свои собственные логистические терминалы. В свое время перед нашей компанией встал вопрос о том, чтобы автоматизировать наши продажи. Так как у нас работа до этого уже велась в Битриксе, мы выполняли различного рода задачи, проекты, решили домодернизировать CRM, которую используется на базе Bittrex. Дело в том, что мы столкнулись с таким кейсом, что за последнее время мир столкнулся с рядом потрясений. Сначала пандемия, потом неспокойная обстановка внешнеполитическая. Все это повлияло на цепи поставок, которые стали активно перестраиваться между собой. И в такой обстановке на первый план вышло то, что нужно взять под более плотный контроль все, что касается управления продажами. Что мы сделали? В первую очередь мы провели интеграцию с мессенджерами, с почтой, с телефонами, так, чтобы упростить жизнь менеджеров по продажам, чтобы им меньше появлялась потребность у них вносить данные и заполнять необходимые сведения в карточку сделки или в карточку лида. Помимо этого мы сконструировали новые воронки продаж, разбили их по стадиям для того, чтобы отслеживать, где, на каком этапе взаимодействия с клиентом у нас происходит скопление лидов и сделок. Ну и, соответственно, потом исследовать причины, категоризировать их, чтобы принимать новые какие-то управленческие решения, делать категоризацию причин и делать все так, чтобы как можно меньше лид или сделка задерживалась на определенном этапе воронки. Следующее, что мы сделали, настроили аналитику и отчетность, автоматизировали этот бизнес-процесс. И в настоящее время управленец может зайти в любой момент в режиме онлайн, взглянуть в дашборд, изучить, что происходит с продажами, изучить сделки, которые находятся в работе, завершенные сделки. Также мы настроили отчеты, связанные с расходом маркетингового бюджета, что приносит больше эффективных, качественных лидов, успешных сделок, какие каналы продаж оказываются наиболее продуктивными. Внедрение CRM-системы в ATASU Logistics было связано со следующими особенностями. Эта компания находится на высоком уровне зрелости как организационной, так и цифровой. И это означает, что коллеги неоднократно переосмысливали ранее принятые решения. Когда мы их реализовывали на практике, они начинали работать, видели, что что-то работает недостаточно эффективно или их представления меняются о том, как должно быть правильно. После этого мы переделывали этот бизнес-процесс. Второе. Заказчик проявлял разумную осторожность и двигался небольшими шагами. Внедрил какое-то изменение, посмотрел на эффект и внедрял следующее. Опять посмотрел на эффект и внедрял третье. И, наконец, третье, как во многих компаниях, в ATASU Logistics хорошие, уверенные в себе, опытные продажники, и приходилось им показывать на практике, насколько CRM-система поможет им продавать больше с меньшими усилиями. И как только удалось убедить в этом продажников, дело пошло значительно быстрее. Соответственно, мы сразу решили несколько вопросов. Это скорость расчета ставки и более точный расчет себестоимости заказа. Это для нас была новая точка роста. Мы в связи с этим запустили еще один новый продукт, так называемый Smart Calculator, но умный калькулятор с использованием технологий искусственного интеллекта. Именно эта технология позволяет нам прокручивать, обрабатывать различные виды сценарии, делать это быстро, обрабатывать данные и рассчитывать эту себестоимость. Сейчас мы используем симбиоз этих двух технологий CRM и наш новый продукт с использованием искусственного интеллекта. Отдельно мне бы хотелось еще затронуть тему и поделиться опытом, связанным с внедрением IT-проектов. Не секрет, что если компания работает уже какое-то время, ей переходить на работу в CRM
это история про боль. Признаться честно, у нас тоже были кейсы, когда сотрудники изначально воспринимали это не очень положительно. Были даже слезы, не до конца понимали ценность CRM. В связи с этим, конечно, мы рекомендуем придерживаться нескольких подходов. Первое – это приверженность целям, то есть обязательно должна быть вовлеченность топ-менеджмента, руководителей, чтобы спрашивали сотрудников, спрашивали не просто по отчетности в виде каких-то файлов Excel и так далее, а спрашивали именно через эту программу, насколько хорошо выполняется план. Само собой, конечно, руководству нужно тоже доносить, рассказывать о целях, пользы, которую даст эта технология, чтобы он тоже помогал, прикрывал с воздуха, если вдруг сотрудники начинают проявлять какое-то недовольство или саботировать этот продукт. Еще один важный совет, который я хочу дать, это итеративный подход. То есть не пытайтесь съесть сразу слона. Действуйте поэтапно. Разбейте ваш проект на маленькие микропроекты. Если хотите внедрять CRM, выберите сначала отдельный департамент или отдел, начните с него. Не пытайтесь сразу запихнуть много автоматики или роботизировать процессы. Пускай воронка ваша будет достаточно простой, не разбейте ее там на 4-5 стадий условно. Да? Очень важно реализовывать принцип быстрого старта. Не растягивайте ваш проект на месяцы. Пусть это будет легкое, быстрое решение, но оно даст ощутимый результат уже с первых недель внедрения. На этом все. Был рад с вами поделиться. Спасибо за внимание и удачи вам в ведении бизнеса.